Привет, мальчики! Сегодня мы с вами разберем, почему у вас вечно что-то идет не так, когда вы общаетесь с нами, девушками. Готовы? Не бойтесь, больно не будет, только может немножко стыдно. Давайте-ка разберемся, как читать наши сигналы. Итак, какой у нас план? Сначала поговорим о вашей главной проблеме — вечной неопределенности. Потом самое интересное — 5 секретных сигналов, которые мы вам подаем. Ну и в конце раскроем правила игры, чтобы вы, наконец, все поняли. Ну что, начнем с самого больного. Вечная проблема, да? Подойти страшно, а вдруг откажет? Этот страх отказа просто парализует. Знакомо? Так как же быть уверенным на 100%? Ну, на 100 может и не получится, но вот повысить шансы легко. Для этого и нужно научиться замечать и, главное, правильно понимать наши намеки. И вот вам золотое правило. Если вы заметили всего один сигнал, расслабьтесь. Это может быть просто случайность. Ну, поправила девушка волосы. И что? А вот если сигналов 2 или больше, мальчики, это уже зеленый свет. Вероятность ошибки почти нулевая, так что пора действовать. Так, а теперь переходим к самому мясу. Конкретные 5 сигналов, которые кричат о том, что вы нам нравитесь. Слушайте внимательно и запоминайте. Сигнал номер 1. Нервные жесты. Это когда девушка рядом с вами начинает что-то неосознанно делать руками. Например, накручивает локон на палец, теребить сережку или браслет. И нет, это не значит, что ей скучно. Совсем наоборот. Что же это значит? А то, что мы приятно волнуемся и подсознательно уже хотим, чтобы вы к нам прикоснулись. Понимаете? Это почти прямая просьба. Ну же, будь смелее. Второй сигнал — это вообще мой любимый. Тактильность. Это когда мы сами начинаем к вам прикасаться. Казалось бы, что тут непонятного? Но нет. Вы умудряетесь и это пропустить. Мы можем случайно коснуться вашей руки, когда смеемся, или положить руку на ногу, или придумать какой-нибудь предлог типа «Ой, какие у меня руки холодные». Мальчики, это же прямой сигнал к действию. И самое главное, не тупите, пожалуйста. Не оставляйте это без внимания. Ответьте нам тем же. Дайте то, чего мы хотим. Прикоснитесь в ответ. Сигнал номер 3 — флирт. Это когда мы начинаем с вами играть словами, кидать какие-то фразочки с намеком, и тут ваша реакция решает все. Вот вам классика. Мы спрашиваем что-то игривое с подтекстом, вроде «Ты всегда такой быстрый?» А вы в ответ мямлите что-то невнятное. Ай-яй-яй, нужно повышать градус. Уверенно отвечайте. Все зависит от женщины. Запомните, мальчики, в этом танце вы должны вести. Если девушка начала флиртовать, ваша задача — подхватить игру и поднять ставки. Будьте смелее нас. Четвертый сигнал — это язык тела. То, как мы ведем себя в пространстве рядом с вами. И тут все очень наглядно. На что смотреть? Мы поворачиваемся к вам всем телом, наклоняемся поближе, когда вы что-то рассказываете, подходим очень близко, вторгаясь в ваше личное пространство. Мы буквально сокращаем дистанцию. И что тут нужно делать? Ну, конечно же, идти навстречу. Не отстраняться, а наоборот, эскалировать. Начните прикасаться в ответ на наш язык тела. И, наконец, пятый сигнал, пожалуй, самый очевидный. Это наша реакция на ваш юмор. Если девушка хохочет над каждой вашей шуткой, даже над самой несмешной, тут два варианта. Первый, она, скажем так, не очень сообразительная, а второй, более вероятный, это ее последняя отчаянная попытка показать, что вы ей нравитесь. Все более тонкие намеки вы уже пропустили. Что делать в этой ситуации? Да все то же самое. Заметили сигнал? Переходите в наступление. Сокращайте дистанцию, прикасайтесь, действуйте по ситуации. Ну а теперь вишенка на торте. Давайте разберемся, почему вообще все устроено именно так, в чем тут философия. Все дело в старых добрых правилах игры. Да, мир меняется, феминизм и все такое, но базовые инстинкты никто не отменял. Так уж повелось, что мужчина — это инициатива и решительность, а женщина — леди, которая ждет первого шага. Просто примите эти правила, и вам станет намного проще жить. Итак, вот вам 5 лайфхаков, как понять, что вы нам нравитесь. Это, конечно, всего лишь одна точка зрения. Но главный вопрос, над которым стоит подумать. В нашем сумасшедшем современном мире кто на самом деле устанавливает правила игры в отношениях? Подумайте об этом. А пока идите и тренируйтесь.